Снова наступает осень. Такая странная осень. Листья еще зеленые, а уже холодно. Деревья мерзнут. Вот смотришь на эти деревья зеленые, молодые, и видишь себя. Себя когда-то. Молодую, зеленую, которая стоит и всеми силами пытается не сломаться против бурь. Против зимнего холода, одиночества. Сколько лет прошло? Много. Целая вечность. Тебе дана роль играть сильную женщину. И ты не вправе показывать слабость. Потому что ты пример для многих. Потому что толпа — это хищники, перед которыми нельзя спотыкаться, нельзя падать. Они сразу атакуют, рвут в клочья. Потому что ты не такая, как все. И ты не вправе быть такой, как все. А знает ли кто-нибудь, что бывали дни, когда солнце становилось мерзкой, когда день приносил новые страдания, когда жизнь потеряла все краски? Была ужасная тишина, гнетущая тишина, бездна, темная бездна. Когда стоишь на скале, смотришь вниз и понимаешь, что никого нет, кому ты можешь рассказать, просить о помощи. И жизнь кажется бесцветной, без красок. Душа становится холодной, как в могиле. Непроглядная тьма. Одна боль за другим. Одно испытание за другим. Одно предательство за другим. И в это время у тебя нет никого, кроме самой себя. Никого нет. А ведь их так много было. Их было так много когда-то. И вот ты объявляешь священную войну этим бедам. У тебя есть два пути: или выжить, или погибнуть. Окруженные врагами, болью, ненавистью, завистью. Еще бы. Ты же сверкаешь. Им бы твой ум, твои знания, твою силу воли. Им бы это заполучить. Но не дано. И вот этой бессильной злобе
готовы клыками вцепиться тебе в глотку, выпить твою кровь, лишь бы тебя не стало на этом свете. Не стало тебя, чтобы ни с кем не сравнивали их. Меняются люди, как декорации вокруг тебя. Зависть, еще бы. Посмотри на себя, как уверенно держишься. Не ломаешься, не гнешься, не подстраиваешься под время, под моду. Ты такая, какая ты есть. Ни в чем не уступаешь. Идешь своим путем. Никому не подражаешь, ни у кого не берешь. Все твое. Еще бы тебя не ненавидеть. Кто готов терпеть такую рядом? Кто-то шел с тобой рука об руку, клялся в любви, в вечной дружбе и предал. Предал. Показал твои письма любовные всему миру. Надеялся, что сломал. Верил в это. О, нет. Нет, не тот случай. Не на трон нарвался. Что обычную женщину может уничтожить. Ведьма закаляет. Потери, потери. Похороны близких. Ужасно. Кто у тебя остался, их души? Вот с ними и говори. Вызывай их, говори, советуйся. Люби их. С мертвыми теплее, чем с живыми. Увы. Вот твое. Ты же знала, на что идешь. Цена за дары, за украшения, за меха, за все твое сверкание. Это как могила. Сверху мрамор, гранит. Невероятная красота. А внутри кости, гниение. Внутри смрад и ужас. Кто-нибудь в нашу душу заглядывал? И не нужно. Кто-нибудь был в наших снах? Не советую. Там бездна. Там холод. Пронизывающий холод. Там память того, что мы прошли. Там такие раны. Там такие удары судьбы, что не каждый может противостоять. Там столько пройдено боли. Там такое одиночество. Это невозможно забыть. Это годы, годы ада. Один ад за другим. Одна боль за другим, одно предательство за другим. Единственная радость смотреть на город, ночной город. Тишина, покой. Так спокойно. Ты снова стоишь на ногах. Крылья расправила и Парижа над землей. Никто не знает и пусть не узнает, что ты прошла. Страх, отчаяние. Кто-нибудь знает, что такое отчаяние? Когда кровь холодит. Когда ноги ведут непонятно куда. Глаза уже не смотрят вперед. Ты просто идешь. Животный страх. Что делать, как, чего, куда.
Так и хочется заорать: помогите кто-нибудь. Но никто не поможет. И ты просить не умеешь. Ты не умеешь плакать. Ты гордая. Ты никого не беспокоишь своими бедами. У каждого своя беда. Никто не обязан. Вот так скажешь и пойдешь вперед. Эх ты, что тебе пришлось пройти, только ты знаешь. Ты главное покажи все самое лучшее миру. Все остальное оставь себе. Закулисная жизнь никого не волнует. Никто не поймет, если сам не прошел. Если сам все не терял и не начинал с нуля каждый раз. С одним чемоданом. С 500 рублями в кармане. В неизвестность. Создавать будущее. Все не как у людей. Ну на что ты надеялась? Откуда в тебе такая дерзость и наглость идти в никуда и верить, что все будет хорошо? Ну кто тебе эту гордость дал? Откуда она у тебя? Это смелость. Бросаешься в бой, в эту толпу. Вначале больно, потом даже смешно и весело. Развлечение уже. И каждый, кто объявляет тебе священную войну, с гордым видом стоит и думает, что сломаешься. Это смешно. Так и хочется сказать: бедные вы мои. Если бы вы знали, что я прошла, рядом с тем адом ваши крики всего лишь лепет невинный. Даже смешно со мной воевать. Ай. Глупые вы. О чем я говорю? Вот что странно. Все прошло, улетучилось, ушло. Куда-то испарилось, словно не было этого всего. Так странно. Словно не я прожила. Смотрю на себя со стороны. Не верится, что выжила, что я есть, что я существую. Я до сих пор не верю, что я существую еще. Ведь по всем законам физики я должна была лежать в могиле в данный момент. Я уж не говорю про эти порчи. О, они мне смешны. Порчи да порчи. Порчи наводят. Боги, боги мои. Какие порчи. Скривились рожи. Изуродовались. Изурочились. Опозорились. Порчи наводителей. Нет, я не об этом. Об этом я даже не думаю. Я еще та скала, которая ураганов не боится. Давно уже не боится. Я думаю о другом. Я смотрю на этот город ночной. Он такой же остался. Такой же остался. Вспоминаются стихи одного поэта. Друзья мои, родники игрались с вами в детстве. Как же так получилось,
что вы, мои друзья-родники, остались детьми, а я постарел. Вот как же так случилось, что город и ночь были такими же в дни моего ада, и точно такие же сегодня. Ничего не изменилось, кроме меня. Почему я смотрю на этот ночной город, и он меня успокаивает, как и тогда, когда душа была абсолютно пустой. Мне этот город стал другом. Он мне помогал, он меня слышал. Он живой. Он более чем живой. И вот испарилось все, ушло. Сейчас я именитый человек. Меня любят. Пытаются мне подражать. Меня ненавидят. Да, великая Коко не зря сказала. Женщина, которую любили и ненавидели, не зря прожила в этом мире. Меня и любили, и ненавидели. И любят, и ненавидят. Это хорошо. Главное, чтобы не было безразличия ко мне. Вот это будет плохо. Так вот, я о том, что сегодня я получила многое от жизни. Уже получила, еще получу. Но этап пройден. И я за спиною врата свои закрыл. Но город тот же остался. И осень такая же. Правда, странная осень. И листья зеленые до сих пор. А холодно уже. Меня напоминает. Не сдаются деревья. Борются до последнего. Не хотят уходить. Хотя я уходить хотела много раз. Но я ничего не делала для этого. Последний раз я дала себе слово, я поклялась, что даже в самые страшные минуты своей жизни я даже не подумаю о смерти и об уходе. И я держу свое слово. Больше никогда этого не будет. Никто не стоит этого. Ни ради кого нельзя желать себе самой смерти. Нужно себя любить больше, чем кого-либо. Только через эту любовь можно любить других. Как непросто все дается в этом мире, особенно мне. Но важно ли кому-то это знать? Кто-то поверит, если я скажу, что когда-то я потеряла все краски мира, что я не чувствовала жизни. Его не было у меня. И это длилось много лет. Целых 4 года. Уж не считая, сколько было до этого. Но больше не будет. Больше никогда не будет. Ближе к 40, и мои испытания подходят к концу. Я достаточно настрадалась, хватит. Не хочу больше, не желаю. Душевная боль – это страшнее всякой другой боли. Уж поверьте мне. Это нескончаемая мука. Когда ты не хочешь просыпаться утром, чтобы не чувствовать, что ты снова жива. Ад, говорите, да? Смешно.
Ад мы проходим при жизни, вот здесь. Вот тут наш ад. Вот на этой земле наш ад. Больше нигде ада нет. Такого ада, который мы проходим здесь, нигде больше нет. Только у кого-то ад терпим, а у кого-то невозможно, болючий. Но каждому свой крест дается по его мере, насколько он сможет на себе носить. Слабый меня увидите? Нет. Откровение не слабость. Откровение — разговор души. Сильные люди откровенничают только тогда, когда все прошли. Оглядываются назад и открывают душу. Но когда проходят, никто не знает, что они проходят. А я уже прошла. Мне даже жаль тех, кто пытается затеять со мной войну вообще когда-либо, где-либо. Как-нибудь. Мне жаль их очень. Они настолько слабы духом. Это все равно, как камень затеет войну со скалой. Все равно, как маленький источник будет воевать с огромной рекой. Это одно и то же. И все же считаю, что есть люди, которые прошли еще худшее. Есть люди, которые прошли худшее. И это меня утешает, и я понимаю, что я еще не такое прошла. Мне повезло. И я благодарю судьбу, что я не увидела то, что видят многие другие люди. Что мои потери несравнимы с теми, что теряли другие. И все же это был мой ад. Мой. Отдала. Заплатила дань. Зато какая награда. Ибо у терпеливых будет награда, истину вам говорю, сказал один великий человек 2000 лет назад, на Синайской горе сидя. Да. Так ли это? Говорят, у каждого бога есть свой Моисей. Вот у своих богов я тоже Моисеем оказалась. Вели меня столько лет по пустыне. Правда, не 40 лет. И на том мерси. Люблю этот город. Тишину, ночи. Никого нет. Все тихо. Только я и души за моей спиной, которые там копошатся, какие-то звуки издают, но я привыкла уже к этому. Это для меня не новость, не страх. Это моя жизнь. Как приятно жить, просто жить, чувствовать жизнь каждой клеточкой тела. Слушать тишину, наслаждаться ночью звуками ночного города. Очень странно,
Но я вновь хочу поблагодарить свою судьбу за все. Мне нужно было, наверное, пройти столько в этом мире. Столько раз падать, подниматься вновь, идти вперед. Мне это все компенсировалось сполна. Я довольна. Мне грех жаловаться. Только вот до того, как дойти до священного источника, столько крови потерять на этом пути не каждый готов. Каждый хочет блеска, богатства, признания, имя. Но не каждый готов пройти это все. И не каждого выберут для этого пути. Они знают, кто пройдет и останется человеком. Прекрасна жизнь. Когда ты на грани, когда ты уже на перепутье, когда ты уже на краю бездны, один шаг, и тебя не будет. После, когда все это заканчивается, ты особенно чувствуешь вкус жизни. Я живу каждым днем, люди. Каждым днем, каждую минуту, каждую секунду. Я стараюсь взять от жизни как можно больше. Может, кто-то меня не понимает, почему я столько снимаю, дарю. Не хочу терять время, хочу наверстать. Хочу каждый день своей жизни прожить с пользой. Потому что я эту жизнь много раз могла потерять. Я только сейчас это чувствую. Я только сейчас ощущаю, что я живу. Свои 38 лет. Я чувствую себя живым человеком сейчас. Я просто наслаждаюсь, отдавая и получая взамен. Получаю любовь, уважение, признание. Я наслаждаюсь этим всем. Мне нравится жить. Понимаете? У кого все на месте, все в порядке, это не поймет. Когда теряем, тогда чувствуем, что это ценно. Я хочу прожить с пользой каждый день своей жизни. С пользой для себя и для вас. Я хочу после себя оставить очень многое людям. Мне хочется, чтобы все мои страдания, которые я прошла, не были напрасны. И тот шанс, который мне дали, чтобы он не был напрасным. Когда мне было одиноко, никого не было, кто бы меня спас, кто бы помог, кто бы дал руку. Кроме моих сил, кроме тех богов, которым я поклоняюсь, мне никто не помог. И сейчас я хочу помочь как можно большему количеству людей. Я понимаю, что в таком аду, может, многие, очень многие живут. Кто-то откроет мои видео, посмотрит, захочется жить, поменять свою жизнь, найдет помощь в лице богов и сил, к которым обратиться. Ведь не зная их, даже в голову не придет, что можно попросить и получить от них спасение. Вот потому я так живу. И за это меня награждают тем, чем награждают. Но самая большая награда — это смотреть на ночной город и понимать, что все страшное, что было позади, все закончилось. Я каждый вечер выхожу вот так, сижу, некоторое время смотрю на город. И понимаю, что я живу.
И это главное. Сколько мне отведено, я столько и живу. И столько и буду жить. Когда устану, уйду. Я сама попрошусь и уйду. Мне дано это право. Пока еще не устал. Как хорошо жить.